Всем приветики. Я решил уехать на 3 дня в какую-нибудь тайскую деревню. В последнее время очень всяких много мыслей, дум и так далее и тому подобное. И решил, что надо отдохнуть от всех и вся. Вот. Сейчас, собственно, нахожусь по пути в Чантабури. Там еду на автобусе из Паттайи до Чантабури, и оттуда еще меня будут забирать и везти на дуриановую ферму. Я нашел на Airbnb очень прикольное место. Там есть один маленький домик, и все, и вокруг только ферма. И получается, что я такой, знаете, немножко отшельнический отдых будет у меня. Вот. Прошло уже где-то часа, наверное, 1,5 дороги, и мы приехали даже часа 2, да. Мы приехали в район, и у нас сейчас будет первая остановка в районе. Пять с половиной часов дороги. Я на месте. Я сейчас нахожусь на ферме дуриановой. Чуть-чуть попозже покажу вам все вокруг. Вот. Сейчас я уже вот у себя в домике. За автобус, за вэн от Паттайи до Чантабури я заплатил всего лишь 220 бат, представляете? И такой домик на 2 ночи и 3 дня, получается, обошелся мне в 2000 бат. Вот. Что тут есть? Ну, собственно, просто такая маленькая комнатка. Тут есть, собственно, кровать. Здесь нет кухни, но мне ребята принесли холодильник. Вот тут вообще изначально не было. Ну и все, здесь умывалка. И здесь душ с подогревом, как обычно, везде в Тае. Короче, все как обычно, но самый весь прикол здесь нужно видеть. Вот, сейчас я вам покажу. Недалеко шоссе, поэтому, конечно, не так суперски тихо, но в любом случае вокруг ни души.
Доброе утро. Да, утро действительно было доброе, но ночью, если честно, было безумно страшно. Во-первых, я не привык спать, когда кругом прям реально темно, потому что обычно всегда, когда ты спишь в городе, у тебя какие-то звуки, какие-то городские звуки, какие-то фонари, то есть всегда есть какой-то, скажем так, источник света. А тут было все так темно, так страшно, непривычно. Вот. Но я вчера проспал почти весь день. Хотел, собственно, одна из целей, наверное, этого небольшого моего трипа — это отдохнуть и выспаться наконец-то, потому что очень много всего, и много дум, много мыслей, поэтому я очень плохо сплю в последнее время. Было очень хорошо спать, но периодически было страшно, и я просыпался из-за того, что рядом со мной кто-то постоянно топал, знаете, это прям и орал безумно. Это гекконы, они такие маленькие, вот, они маленькие, но громкие, как прям вообще жесть. И мне иногда было страшно, мне казалось, что кто-то здесь рядом ползает, ходит. Больше всего, конечно же, я боялся того, что вдруг там какая-нибудь змея заползет или еще чего. Но вроде как я так посмотрел, что здесь нет каких-то дыр в доме таких, чтобы прям змея могла заползти. Вот, поэтому периодически просыпался ночью от этих криков гекконских. Сейчас я позавтракал. Меня покормили завтраком, дали жареных бананов. В Таиланде любят жареные бананы, и вот мне дали, собственно, жареных бананов. Сейчас еще полежу минут 5 и пойду гулять по ферме. Вообще, не помню, чтобы у меня когда-нибудь было желание побыть одному. Но как-то последнее время мне так все осточертело, если честно. И прям ощущалось какое-то, знаете, невероятнейшее напряжение вот здесь вот. И я понял, что я хочу, что мне надоело все и все. Мне хочется побыть одному, не разговаривать ни с кем, не видеть никого, не видеть людей, не видеть город, не видеть, не слышать. Ну, вы понимаете. Я поэтому, собственно, и выбрал, искал себе какое-нибудь такое достаточно удаленное место, где мне не надо будет ни с кем разговаривать, не надо будет ни на кого смотреть, не будет никого из знакомых. И поэтому я вот выбрал ферму. Я смотрел много разных вариантов. Вообще, конечно, идеально хотелось бы, я думаю, что я это обязательно как-нибудь совершу, уехать в тайскую деревню в горы, например, в Чан-Май. Там не всегда, конечно, безопасно, в плане, особенно вблиз, как это называется, в приграничных территориях, потому что там очень много и контрабандистов, нелегалистов, или как они там называются. Ну, в общем, те, которые занимаются всякими перебрасываниями всего через границу нелегально. Вот, поэтому там, конечно, не всегда безопасно, но плевать как-то. Хочется, я поеду же,
хочу поехать в деревню, а не прям на границе селиться, да, там по лесам гулять в одиночестве. Вот, ну, короче, захотелось побыть наедине со своими мыслями, поговорить самим с собой, поделиться чем-нибудь, позадавать себе вопросы, пописать. Поэтому я вот выбрал такое путешествие. Сейчас гуляю вокруг фермы, наткнулся на лагерь какого-то священника. Очень красивое местечко. Такое все аутентичное, знаете. Нет такого, что прямо, как там, не знаю, там, как на Байкале, да, чудотворная природа, все такое. Оно все равно, конечно, есть здесь заметно, посмотрите, да, заметно все равно рука, так сказать, человека невооруженным взглядом. И все-таки какая-то есть некая небрежность, наверное. Где-то еще какой-то вон мусор периодически попадается. Но все равно приятно гулять. Я вот сейчас стоял, почему-то залип на муравьев. Они так интересные, они очень долгую дорожку такую прям протоптали, и они по дороге, и все вот ходят прям друг за другом. Так все слаженно, так красиво. Да, еще вот не было бы, конечно, шоссе бы рядом. Мне кажется, было бы вообще идеально. Да, иногда, конечно, когда гуляешь вот так вот по какому-то, можно сказать, дикому месту в таких неких джунглях, вот там вот всякое, конечно, стремновато от всяких звуков. Там что-то упадет, тут кто-то побежит. Немножко бывает не по себе, но вроде как бы не сильно. If you know, так сказать, what I mean. Ну что ж, сегодня я немножко полежал, отдохнул после прогулки, пописал всякие свои штучки. Сейчас иду, здесь неподалеку, рядом с шоссе, есть кафешка, минут буквально 5-10 пешком. И, наверное, это все, что здесь есть вокруг, кроме частично заброшенных или капитально заброшенных зданий, каких-то участков, деревенек. Вот, сейчас вот пойду кофе, что ли, попью, поем. Надо тренировать свой тайский. Я начал заниматься на iTalki. Я уже, по-моему, говорил про iTalki, очень крутая штука. И я считаю, что заниматься тайским нужно исключительно с тайским преподавателем, потому что с русскоговорящими, с русскоязычными даже, наверное, так было бы правильнее сказать, это делать, мне кажется, гораздо сложнее, потому что то, как пытаются объяснить тайцы, и они как бы слышат, и насколько правильно вы говорите, они слышат ваш тон, как вы правильно произносите, неправильно произносите. Все-таки у них это, как говорится, в крови, а у нас такого нет. Мы всегда говорим все четко, ровно, у нас нет никаких тонов, и если я сказал слово, там, не знаю, утка, это утка, а не какое-нибудь другое слово. А здесь какое-то одно слово, утка, оно может иметь разное значение в зависимости от тона. И как это все, конечно, различать, очень тяжело. Ну вот, например, белый рис будет кау. Ну, типа, вроде бы одно слово, да, но все равно звучит-то должно звучать по-разному. Смотрите, какая красота. Так ровненько высажены пальмы. Собака на меня орет какая-то непонятная.
Вот еще, конечно, собак здесь периодически я побаиваюсь. Если в Паттайе они такие, знаете, простые, даже немножко дружелюбные, то я не понимаю, как реагировать на них в деревнях, где они не привыкли к людям, их никто особо не подкармливает. Но вроде все равно они такие, знаете, тявкают и все. И пока что, кроме как потявкать, они ничего не делают, к счастью. Вот, все. Я почти дошел. Кстати, очень быстро, оказывается. Посмотрим, что там будет. Петухи гуляют. Куда вы убегаете? Я вас не буду есть. Вообще здесь какие-то очень странные, если честно, курицы. Петухи, они такие, знаете, не совсем похожи на тех, что обычно мы видим у нас там в России. Ну, какой-то, может, видимо, другой сорт. Ну, еще, конечно, все-таки мне очень нравится, что они все такие улыбчивые, всегда улыбаются тайцы. Вот сейчас девочка, женщина проехала какая-то, она мне улыбнулась, хотя, казалось бы, да, просто проезжала мимо. Я такая... Ой, какой вкусный запах. Смотрите, какие-то цветочки. Вообще обожаю Таиланд, потому что здесь все цветет круглогодично, круглосуточно. И поэтому тут всегда какие-то невероятные ароматы. Я сейчас, конечно, иду весь такой довольный, прямо аж жуть. Я смог на тайском спросить, есть ли у них пад-тай с курицей. Выяснить на тайском, что у них нет с курицей, есть только с креветками. Смог еще и рассчитаться на тайском. Просто кайф, кайфовый. Конечно, это было очень сложно, потому что все-таки они не особо как раз вот вдупляют по поводу того, как мы произносим тоны, или как это правильно называть. Но это было очень прикольно. Меня это, конечно, безумно воодушевляет. И вот он, мой долгожданный пад-тай. Вот, всего лишь 50 бат и пад-тай с креветками. В Паттайе пад-тай с креветками обычно стоит где-то бат 80, 100. В некоторых ресторанах еще и дороже. А здесь, конечно, все-таки отдышка. В провинциальных таких местечках все-таки, конечно, подешевле. Продолжаю идти обратно на ферму, благо идти недалеко. Завтра попросил меня забрать, у меня завтра здесь последний день. Я вот не знаю, это их или не их, но это уже тоже какие-то вот похожие на манго или на дурианы, хотя больше на дурианы, конечно. Вот, завтра попросил меня отвезти пораньше с утра, часов в 10-11 в Чантабури. И там буду гулять, может быть, схожу в какой-нибудь храм, так сказать, помолюсь на удачу. Вот. Короче, мне очень понравилась эта поездочка. Надеюсь, завтра еще будет круче. По всей видимости, в этих местах не так часто кто-то ходит. Ну, люди пешком, по крайней мере. В основном на машинах быстренько жит и все. Это так забавно. Часто кто-то, сваливается с деревьев, с веток, сидит в шоке. Вот сейчас, например, видел
кого-то очень похожего на хамелеона, я не знаю, даже какая-то ящерка, но она прям безумно похожа на хамелеона, и, по-моему, он даже начал немного менять цвет, но я не уверен. Вот. Это, конечно, очень... И они когда сваливаются, они всегда сидят такие, типа, в шоке, типа, о, кто это? Ну что ж, я добрался до района, гуляю по парку, здесь очень красиво. Вообще, мне внешне почему-то район больше нравится, чем Паттайя. Здесь нет каких-то больших высоток, и все выглядит очень миленько, приятненько. И море, конечно, нет, но это не велика беда. Вот. Ну и сейчас, естественно, еще, конечно же, начинается жаркий сезон. И это уже ощущается, причем ощущается прилично так. Уже если раньше было хотя бы там месяц назад где-то в среднем температура была там типа 25, 27, 26, такое вот. То сейчас уже там за 30 переваливает стабильно, ежедневно. Конечно, неудачное я время выбрал для прогулки. Но последний автобус в 4 часа. Но я, конечно, наверное, не поеду на последнем, а то... Какая куча голубей. Не поеду, наверное, на последнем, а то совсем ничего не успею за сегодня. Вот. А тут плещутся какие-то огромные рыбы. Они прям такие, знаете, с руку. Ну, что-то их сейчас не видно, но парочка из них тут проплывала. А, вон там вот их, наверное, видно. Но я не уверен, что их будет видно на камеру. Да, вон они там огромные тут. Блин, вот он прям был тут. А, вот они. Они прям огромные-огромные, какие-то карпы или кто-то типа того. Прикольно. Фу, 5-минутная прогулка на полубелка. Немного о том, насколько настроен у меня фокус. Белка. 5-минутная прогулка через парк напоминает мне, если честно, 5-минутную прогулку в Бангкоке в самый жаркий период. Потому что с меня уже, извините за интимную подробность, стекает 100 потов. Отдышка немножко. Фу, я уже, конечно, весь... Как будто надо уже пора стираться. Боже, ну какая красота, смотрите. Я, конечно, восхищен Чонтабури. Я, не думал, что такие небольшие... Они такая ухоженная, на мой взгляд. Не знаю, может, это просто, конечно, только центральные улицы. Но тут как будто бы все вот как-то вот аккуратненько, миленько, так... розовенькая, красненькая, голубенькая, зелененькая, что такое цветастое, милое, приятное. Я удивлен. Но, видимо, из-за того, что здесь нет моря, как, например, у нас в Паттайе, то поэтому тут и такая жара.
А тут вот продают разные корма. Я теперь понял, почему эти рыбы такие закормленные. Потому что продают вот эти корма, и они здесь кормят этих рыб, чтобы, так сказать, разрулить свою карму. Поэтому можно взять немного корма и покормить рыбок, сделать доброе дело. И поэтому, наверное, они тут такие здоровые и откормленные. Я все понял. Настало время попить тайваньского чая. Все они его здесь просто хойлят и лелеют. Когда я работал в Москве, я работал в Дринкит, и там очень любили сырную пенку. И вот, собственно, здесь они постоянно его добавляют тоже везде, в разные места. Боже мой, я такой мокрый, как ужас какой-то. И тоже очень сильно любят. Так что, мне кажется, если бы Дринкит открылся в Азии, это было бы фурором у них. Ну и сейчас самый весь прикол в том, что вот эта вот желтая штучка — это свинина. Я помню, что в Макдональдсе было мороженое с такой свининой и с перцем чили. Слушайте, ну я реально восхищаюсь Чантабури. Он такой чистенький и ухоженный. Хотя, казалось бы, это не туристический город. Мне кажется, должны быть в основном туристические города в таком, ну, более достойном состоянии. Но нет. Это очень странно. Тут такие везде красивые дома, ухоженные. Здесь точно так же, как и во всем Таиланде, нет пешеходных переходов, конечно же, но даже дороги, вы посмотрите, даже дороги приятнее, чем в Паттайе. И здесь есть пешеходные переходы. Если честно, даже есть некоторое ощущение, что я как будто бы такое, знаете, не дежавю, а приятное какое-то ощущение, воспоминание, что ли. Как будто вспоминаются времена, когда я там ездил в Европу, пару раз я ездил один, и я гулял там типа в гордом одиночестве, гулял по маленьким каким-то улочкам, там Амстердама или Барселоны, и вот они почему-то у меня сразу нахлынывают такие ощущения, очень прикольно, наверное. Мне прям, короче, понравилось путешествовать одному, если честно. Если не считать этой безудержной жары, то очень даже классно. Один китайский храм. Судя по всему, Чантабури такая более какая-то Китая настроенная, я не знаю. Но здесь почему-то, как мне показалось, я вот пока гулял по центру, там минут 10-15, я встретил три китайских храма. То есть они все такие красные. О, там пристань. О моем внимании, в фокусе. Ну вот и скажите, что здесь некрасиво. Посмотрите, какие маленькие улочки, маленькие домики. И все такое ухоженное, ну, по сравнению, по крайней мере, с Паттайей, потому что в Паттайе очень много
всякой разрухи, там развалин, каких-то заброшенных домов, ресторанов среди этого, в центре города. Ну вот и еще один, собственно, китайский храм. Еще одна очень интересная особенность, что автобус, на котором я ехал из Паттайи, он ехал через Районг, это еще одна соседняя провинция, и сразу в Чантабури. Но обратного автобуса именно от этой же, видимо, компании не существует. Так вот, обратно эта компания не возит напрямую в Паттайю, а возит только в Районг. То есть мне, по идее, нужно ехать обратно в Районг и там ждать следующего автобуса уже до Паттайи. Но в итоге из Чантабури ходят другие автобусы в Паттайю. Мне дали вот такой вот билет пластиковый. Похоже на номерок, видимо, 11 место, скорее всего, мое. Вот. И стоит это всего лишь 200 бат. То есть всего лишь на 50 бат дороже, чем до Бангкока от Паттайи. Что ж, время подошло идти к автобусу. Надеюсь, вам понравилось мое путешествие. Не забывайте, что самые дешевые билеты с Aviasales. Ссылочка будет в описании. Спасибо, что лайкаете, спасибо, что подписываетесь. Пишите обязательно комментарии. Если берете билеты, пользуйтесь ссылкой внизу. Это очень поддерживает, ободряет. И вам будет большой-большой плюс к карме. Вот. А я на этом прощаюсь и пошел возвращаться в суматошную рабочую будню.